Я, говорит, сама себе делала блефаропластику, кубанский Франкенштейн. Женщины плохо работают с техникой. Ой, ну я бы хотела сказать, потому что мужчины умнее. Человека с такими губами мы не будем спрашивать про брови, не будем. Тащи сюда защиту, а потом приседай. Переводчик, ёшкин кот, Даша. Сегодня весь день мы играем вот с этим расположением теней. У всех уже нет проблем с внесением, в принципе, в кожу пигмента, просто они не могут разобраться, где должны быть акценты распределены. И делают, допустим, вот там волосок вот такой длинный, и они его делают ярким во всю длину. Это сразу делает бровь тяжелой, там, некрасивой, грубой. То есть там нам надо сделать в середине только. То есть волосок имеет структуру. У него тонкое начало, утолщение и тонкое окончание. Вот. И когда они соединяются в пучки, то же самое. Где-то в середине брови они соединяются в пучки, а верх и низ должны быть легкими. И вот некоторые делают тяжелые работы. Но, в принципе, Венди разобралась прям вообще отлично. Из ошибок у нее на прошлой работе была в головке слишком такая часто повторяющаяся параллельная линия. Но мы с этим сейчас разберемся. А все остальное было отлично. Скажи ей, что там, где у нее старый, она работает минимально, старый татуаж, да. И она, чтобы не соединяла волоски, близко к контуру внешнему. Натали вторая модель. Она неплохо рисует формы, и она поняла, как вести волосок, как делать его правильно, поняла, насколько важна настройка иглы, потому что до этого она пыталась положить пигмент очень длинной иглой, и она просто не доносила пигмент до кожи, а если уж доносила, то сразу заглублялась. А сейчас она вот поняла, как выглядит правильный волосок. Если пигмент вносится глубоко, любой цвет, любой оттенок коричневого добавляется сизости. Сизости – это значит серо-синего цвета, то есть меняется полностью оттенок. Бывает, волосок лежит коричневый, рядом лежит серый. Это значит, мастер поработал на большой глубине. И я их заставляю это все постоянно контролировать, чтобы, если уж сделали ошибку, то один волосок, а не вся бровь, которую стерли, она вся сизая. Чтобы было понятно, на какой глубине мастер работает, он должен научиться работать поверхностно. То есть пусть у него лучше ничего не останется, чем будет глубоко. Прям вот взять и определить, насколько ты вошел в кожу и на какой глубине лег пигмент, должен лечь пигмент, просто невозможно физически. То есть ты пальцами ощущаешь, глазом смотришь, насколько игла вошла в кожу, прям реально. То есть вот в этих техниках очень должно быть хорошее зрение. Если ты не видишь, где ты иглой прикоснешься к коже, какой она след оставляет, потому что буквально после одного вот такого движения можно сразу оставить сине-фиолетовый такой толстый волосок, потому что еще и чем глубже, когда в подкожно-жировую вот эту вот клетчатку, короче, когда глубоко очень, он прям вот так еще сразу расплывается, да. Новость мне попалась про хирурга пластического, который оперировала в кладовке, где-то в подвале. Короче, я была у нее на консультации. Год назад я делала себе блефаропластику. Вот у меня нету мешков, а были вот такие прям мешки. Человек мне говорит, я говорю, вот у меня мешки, мне не нравится, как это вообще, что это? Она мне говорит, да, это фигня. Я, говорит, сама себе делала блефаропластику просто. Сама себе, я такая, я встала, пошла, ушла. Короче, прикол в том, что сейчас кто-то умер у нее. Да, умер у нее дома или в подвале, где она делала операцию, как-то там что-то прям реально. Так ее так и назвали, типа кубанский Франкенштейн. Много мастеров делают процедуры на дому. До сих пор даже, несмотря на то, что такое количество салонов, где все по каким-то нормам санитарным, где все контролируется, где все одноразовое, делают реально дома. И я показывала трешаки, мы скоро сделаем серию серию коротеньких фильмов про людей, которые пострадали от таких. Там жесть. Там, во-первых, мало того, что портят просто формами безумными, глубиной и так далее, еще и чем работают, неизвестно. Насколько там все стерильно, неизвестно. Короче, умереть, конечно, нельзя, да, но какую-нибудь фигню подхватить можно, может быть, и плюс испортить лицо.
Женщины, такие женщины. Женщины плохо работают с техникой. У них все время что-то не работает. Ой, ну я бы хотела сказать, потому что мужчины умнее, не знаю. У меня что-то не работает, я говорю, Дима. И он такой берет, и оно уже работает. Не знаю почему. Потому что, не знаю почему. Я очень плохо готовлю и ненавижу готовить. И это помогает мне жить проще. Муж не просит меня готовить что-нибудь вкусненькое на выходном. А ее просит. Я не могу смотреть на ваши губы. Не могу. Это профессиональная травма каждый раз. Нет, она просто это рисует. Как это, знаете, как человека с такими губами? Мы не будем спрашивать про брови, не будем. Ложитесь. Я вам должна нанести много травм сегодня, чтобы вы так не делали. Потому что у вас красивый нос, красивые глаза, теперь красивые брови. Но прям послушайте специалиста. На коррекцию придет, если слышишь, Саш, опять с такими губами. Значит, я не была достаточно убедительна. На меня часто ругаются. Типа, куда ты лезешь со своей правдой? Тебя не просили. Она не нужна. Они часто забывают об общем. Вот как раз вот это отодвинуться, посмотреть, как оно со стороны, с расстояния в метр. Потому что никто не смотрит вот так вот, что там вот нарисовано. Все воспринимают лицо такими пятнами. О, какие красивые глаза. О, какие брови. Ну, форму воспринимают. А они заигрываются и там начинают рисовать эти волоски там, где не надо, или там, где надо, но слишком ярко, как бы не отодвигаясь и не смотря на лицо в общем. Короче, когда они думают о мелких деталях, они забывают о больших о формах. Даша, а что ты не проследила, что она не одела на шнур защиту? Тащи сюда защиту, а потом приседай. Здесь сделай, здесь проследи. А ты как думала? Тут у нас работают только многорукие и многоногие. Не, вы не опухли, там просто побелела кожа. Это потому что анестезия так работает. Ну что? Я вообще в восторге. Это зачем? Это просто протирайся где-то. Сейчас такая стерла. Нет, брови вам нравится? Да. Я именно такие хотела. Теперь вам надо там еще и отрастить свои, где... Они не отрастают. Я в юности очень Да ладно, все это, абсолютно, 100% людей все говорят это. Может, Просто не щипайте вообще там, где мы рисовали, и все. вообще не щипаю, никогда в жизни. Да? Вообще, вот только вот здесь вот 3 волосинки, если выйдут. Ну все, раз пинцет есть, значит щипайте. Этот чес мы слышали, и не раз. Один волос вырастает, щипаете, и он же один далеко. Да. Такой вот корявый, Конечно. А он корявый, пока короткий. Он должен вырасти, и потом он ляжет. Брови – это лицо лица. Реально, брови создают лицо, выражение лица. Бровями можно такой лифтинг создать, когда пришел человек вот с такой вот штукой висящей, а ушел вот с таким открытым. Я тебе сейчас покажу, у меня есть... А вот она, смотри. Смотри, вот контраст. Что было, что стало. Как меняется лицо. Видно? Она сама себе нравится, видишь, по лицу. Ну, а это создают сами себе женщины часто. То есть, скорее всего, у нее были вот такие шикарные брови огромные. Нащипала или кто-то где-то нащипал. И стало плохо все. And you need to do longer and thinner this hair stroke. Don't do it like this. Do you see? Yeah. This angle is not good. Longer and softer. Okay, wait a bit. Little bit, it's like чуть-чуть. Little bit, чуть-чуть. Встаньте, мы поправим тут. Little bit. How it sounds from Vietnamese? Чуть-чуть, little bit. Чуть-чуть? Вот почему им нравится. In Vietnamese. Чуть-чуть. Возможно, наши языки имеют общие корни.
Смотрите на нее, Okay, смотрите. can you give her the mirror? Oh, hold on. Let it show. Я еще не видела. Блин, ну круто. You like it? Yeah, she says Uh-huh. it's cool. Cool, huh? See, before you have just little bit hair right here. Вот видите, до этого у вас было совсем чуть-чуть волос в головке, и Yeah. сейчас как будто And бы very так и thin, есть. now look full. Ну, я просто сам этот вид внешне замученный, а так клево, брови She классно. said she looks tired in general, but the eyebrows aren't flicked. Thank you so much. Спасибо большое. Yeah. Good job, Wendy. Good job. Thank you. Не, ну это ну, круто, мне очень нравится. Сейчас этот фейс приведу еще в порядок. А так брови вообще круто, правда. Спасибо вам большое. Ну что, наш 4-й день подошел к концу. В принципе, с задуманным справились. Она работала полностью самостоятельно, Венди, сделала 3 модели, сделала их хорошо, прям молодец. Натали сделала 2 модели, но там я, конечно, вмешивалась. Ну, ожидаемо. Но сейчас у нас почти экватор. Не то чтобы мы прям сильно устали, но начинаем уже уставать друг от друга. К концу мы начнем бесить друг друга. Эта работа сама по себе не тяжелая, реально физически она не тяжелая. Ну, утомляются глаза, но когда ты учишься, ты такой в стрессе находишься. И я думаю, что они начинают уставать. Накапливается такое раздражение небольшое, но они не признаются. У нас Венди, это вот такой боец, она такая, да, есть тетя, пошла сделала, пошла сделала. А Натали такая, мы ее не поняли. Between big distance, yes, big than this, Small, okay. not small, big. Bigger, better. Yes, yes. I look bigger. We need to You draw. just do the haircut? Huh? You just did haircut? What? You did your haircut? No, the big distance, I got it. Okay, now you need to work. Thank you. Okay. Today you was или will? Переводчик, ёшкин кот, Даша. И огрызком получишь в следующий раз, поняла? Сегодня ты была лучше, чем вчера. Today you were. Were. А, вот это W, very, да? Да. Were. Думаешь, она знает тоже это правило? Okay. Today you were better than yesterday. You give me a 5. Thank you. Tomorrow your model come to 10 o'clock, okay? But you need to work. This tonight. Yes, tonight, all the night.